Вы знали, что в Bad Guy, самой популярной песни американской певицы Билли Айлиш, используется всего 3 аккорда? Срочно Грэмми в студию! Я до сих пор считаю это идеальнейшим примером использования главных ступеней лада — тоники, субдоминанты и доминанты. Басовая линия, которая и является здесь центральным элементом, буквально строится на этих трезвучиях. Конечно, такая гармоническая и мелодическая банальность этой песни сыграла ей только на пользу. Более 1 миллиарда просмотров под клипом на ютубе, множество каверов и статус, пожалуй, самой культовой песни 2019 года. При этом сама аранжировка настолько минималистична, что элементы микса можно буквально по пальцам пересчитать. Бас, One bass. центр попеременно исполняет ноты трезвучия, прямая бочка, и нет, ее никто не выравнивал. Вы больной. Это термин, обозначающий, что большой барабан, если что, он вот так вот выглядит на ударной установке, исполняет ровные удары, словно метроном. Я метроном, я тебя не обижу! К нему по ходу развития аранжировки присоединяются щелчки на слабые доли. Не забываем про синтовую мелодию в припеве, которая использует так называемую блюзовую ноту. 4-ю повышенную ступень по отношению к основной ноте аккорда. И, конечно, вокал Билли. Хейтеры скажут, что она вообще не умеет петь, и это все какой-то речитатив полушепотом. Алло, вынь микрофон изо рта. В целом, с последним можно согласиться. Билли довольно редко, по крайней мере в студийных записях, использует все возможности своего диапазона и дает голосу раскрыться на 100%. В этом и фишка, что-то вроде эффекта ASMR, когда источник звука находится в непосредственной близости к капсулю микрофона. Это связано напрямую с текстами ее песен, личными и откровенными, как будто голосовое от лучшего друга, у которого от вас нет никаких секретов. Слышь, чувак, это самое... Короче, смотри, значит. О чем же поет Билли Айлиш? Например, в первом альбоме «Когда мы засыпаем, куда мы уходим», она проходится по теме страхов, фобий и неуверенности. Во второй же пластинке она уже размышляет на другую тему – взросление, сложные токсичные отношения и философствует на тему поиска себя и обретения счастья. Я считаю, что в большинстве песен Билли важнее не основной вокал, а его гармонизация, которую они вместе с ее братом Финиасом О'Коннеллом придумывают для ее партии. Существует огромное количество песен, где вся гармоническая информация берется именно из партий вокала, тогда как инструментал пользуется достаточно экономно аранжировочными приемами. Вообще, Финиас продюсирует все ее песни, и, можно сказать, именно благодаря сотрудничеству с ним Билли Айлиш и стала настолько успешным артистом. В одном из интервью он поделился своими размышлениями о том, как он пишет музыку. Он не пытается добавить миллион элементов в аранжировку, чтобы показать все, что он умеет, наполняя микс яркими красками и бессмысленными событиями. Наоборот, как только автор понимает, что песня и так уже неплохо звучит, он останавливает себя от добавления новых инструментов, лишь иногда создавая небольшие ивенты при помощи специальных эффектов. Наподобие фленджера, он работает вот так. Робот сочинит симфонию. Я хочу пиццы. Длинной реверберации. Или, например, реверсируя отрывки музыки. Начиная работу над новой песней, ребята часто просто музицируют под фортепиано или гитару, напевая что-то невнятное, что позже, как они сами признаются, часто выливается в базу для создания нового хита. Билли Босса Нова из второго альбома певицы на протяжении почти всего куплета использует всего 2 аккорда. Даже с моими кривыми негитарными пальцами можно попробовать сыграть. Сам гитарный риф, если его так можно назвать, как мы вообще называем такие паттерны, которые используются в джазе. В общем, этот риф использует аккорды, которые чаще всего мы и можем встретить в боссанове. Септаккорды, нон-аккорды, аккорды секстой,
К слову, партия электронных ударных составляет не самую обычную партию для классической боссановы, где синкопированный малый барабан сочетается с довольно ровной бочкой. Здесь же, наоборот, снейр играет упрощенную партию, тогда как бочка интерпретирует синкопированный ритм, причем не самый стандартный для боссановы. При этом, конечно, стоит отметить, что в песнях Билли Айлиш встречаются и гораздо более изобретательные гармонические последовательности, по крайней мере в рамках поп-музыки. Например, в старинной песне «Xanny» используется хроматический нисходящий басовый ход. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Грубо говоря, линия баса смещается каждую смену гармонии на 1 лад вниз. А уже в конце второго куплета этот басовый ход приводит нас к популярнейшей каденции — 2, 5, 1, завершению, наверное, кипы популярных песен и джазовых стандартов. I love you. Вот только и здесь брат с сестрой немного твистанули и нарушили ожидания, перейдя из 5-й ступени доминанты обратно во 2-ю. Таким образом, сломав цикл и придав переходу на припев максимальную неустойчивость и даже неуверенность, только подкрепляемую текстом. В этой же песне в куплете, помимо приятного паттерна щетками по малому барабану в стиле лаунж-джаза, создающего неплохой вайб, сонграйтеры воспользовались гармоническим минором в мажоре. Я немного говорил об этом уникальном приеме в моем видео о Twin Peaks. Это действительно гармония, которая добавляет в солнечный мажор такой вселенской грусти, что спутать этот аккорд с чем-то другим просто невозможно. Этот же аккорд мы слышим в одной из моих любимых песен «My Future», где он также используется в конце квадрата. Вообще, послушайте целиком эту песню. Переход с балладной части на куплет с фанковой гитаркой и вся эта лоу-фай стилистика — это вещь. При этом эта часть песни все еще остается минималистичной. Буквально в ней используются только бейс, ударные вокалы и пару гармонических инструментов. Это совсем немного для современной песни. Но на контрасте с частью, предвосхищающей этот переход, она звучит уже как тутти симфонического оркестра. Еще пару слов о минимализме Айлиш. Большинство ее мелодий строится всего на 3 нотах. Несмотря на это, у Финиаса получается создавать незаметные, но важные события даже в рамках этой стилистики и мелодической компактности своей сестры. Одна из важных тем, которую Билли раскрывает — неожиданная слава, которая свалилась ей на плечи в возрасте 17 лет. Жаль, конечно, этого добряка. Этой теме, например, посвящена еще одна красивейшая песня «Все, чего я хотел». Ящерица. Мать, ты дурак совсем. Could have been a nightmare, but it felt like they were right there. Мне приснилось, что я получил все, что хотел. Если честно, это могло бы быть кошмаром для любого, кому не все равно на меня. Легкий аккомпанемент фортепиано в сочетании с мелодией, которая дает достаточно много пространства между фразами, погружает нас еще больше в размышления певицы. В любой другой ситуации это создало бы непростительно много пауз между предложениями, сломало бы линию повествования. Слушать такое было бы попросту скучно, особенно для тиктокеров, которым нужно вместить всю основную информацию в первые 5 секунд, иначе скип,
как говорится. Кстати, подписывайтесь на мой ТикТок. Возвращаясь к песне, Финиас создает события буквально из пустого места. В конце одной из строчек добавляет длиннющий реверб на слово wanted, заполняя все пространство голосом Билли. I got everything I wanted. В другом добавляет короткий высокий синт для этих же целей. Это мелочи, незаметные при прослушивании, но создающие иммерсивный эффект. В песне What Was I Made For, которая даже недавно выиграла Оскар как лучшая песня к фильму Барби. Второй Оскар для Билли Айлиш, между прочим. Хотя я до сих пор считаю, что лучшую песню исполнил Райан Гослинг, особенно на церемонии вручения награды Киноакадемии. When did it end? All the enjoyment. Так вот, в этой песне Финиас добавил в один из моментов свой собственный крик, который, как ему показалось, придал энергии кульминационному эффекту композиции. И позже он, конечно, был сильно удавлен в микс. Кстати, в прошлом же году у Билли вышел новый альбом Hit Me Hard and Soft, различный по звучанию с другими пластинками певицы. Лирика стала более взрослой, и если сильно обобщать, в большинстве песен из этого альбома мы слышим огромное количество пространственной обработки, что погружает вокальную партию еще больше в микс, звучит глубоко. Одной из таких песен стал новый хит Birds of Feather. I'll love you till the day that I die. Песня очень текучая, почти недостающая контраста между частями. Кстати, Билли Айлиш не умеет петь, она не попадает в ноты на протяжении всей песни. Она даже наконечником швабры не может быть. А ее слушают миллионы гопников. Почти вся вокальная партия звучит на четверть тона выше тонального центра песни. Can't change the weather. Might not be forever, but if it's forever, it's Приехали, что и требовалось доказать. Пусть сперва петь научится, а потом ездит с концертными турами по всему миру. Вот только Билли точно умеет петь, значит, проблема не в этом. Я попытался в этом разобраться. Вообще, прослушивая многие песни из 70-х и 80-х, некоторые из вас, кто обладает абсолютным слухом или хорошо прокачанным относительным слухом, могут обратить внимание, что многие из композиций того времени звучат нестройно, вне темперации, то есть привычной нам настройки, где ля — это 440 Гц. Это связано с использованием эффекта Very Speed на пленочных магнитофонах того времени. Это изменение в скорости проигрывания пленки с последующим изменением звуковысотности. Чем быстрее играется, тем выше звучит, что и логично. Этот эффект часто применяют в концертной практике диджеи, например. Вот только это не наш случай, потому что в треке не строит именно вокал, а не вся композиция. Очевидно, что это художественная задумка продюсера, но почему это не бросается нам в уши, если так можно сказать? Дело в самой аранжировке. В основном вся информация в этой песне находится в нижнем регистре. Низкие синты, бас, ударные, в то время как вокал находится в высокой тесситуре. Именно благодаря такому широкому диапазону между аккомпанементом и лидирующей партией, нестройность последнего не вызывает, выражаясь современным языком, кринжа. Кроме того, вся информация, которую мы получаем в басу, не обладает таким же гармоническим эффектом, что и в среднем регистре, из-за большого количества гармоник в звуках с низкой частотой. Если сыграть один и тот же аккорд на фортепиано в низком регистре и в среднем, например, в первом случае он прозвучит гораздо грязнее и неопределеннее, чем во втором. В общем, в этом видео мы научились писать песню на 2 аккордах, пришли к выводу, что Билли не умеет петь, Она немытая. и опровергли это, и выудили рецепт хита от ее брата. Вам остается только написать в комментариях, какая песня Билли Айлиш ваша любимая, о каком исполнителе вам было бы интересно посмотреть следующий выпуск на канале, и поставить лайк, колокольчик, ну а подписки речь не идет, должно быть сделано. Послушайте музыку, которую мы пишем с моими друзьями, группой Just Break, по ссылке в описании. Ну а с вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч. До свидания.